Одна неделя, 5 историй, только 10 минут, чтобы все вам рассказать. Сегодня будет жестко, но начнем мы с самых эффектных кадров. Ну, вдруг вы пропустили. Подъем. Прошел контакт подъема. Двигатель центрального и боковых блоков ракеты-носителя вышли на режим глубокой тяги. Это самый оригинальный способ бежать от преследования суда за дезертирство и предательство. Улететь на МКС у бывшего украинца Алексея Зубрицкого получилось. Полет нормальный. Двигатель третьей ступени работает нормально. Когда-то он был военным летчиком воздушных сил Украины, служил в Крыму, после аннексии перешел в российские войска, в 2018-м поступил в отряд космонавтов. Ну и вот 8 апреля отправился в качестве бортинженера на Международную космическую станцию в составе российско-американского экипажа. Меньше месяца назад суд в Украине признал его виновным в государственной измене и дезертирстве. Приговорил к 15 годам заключения с конфискацией. Заочно, конечно. Ждем на земле. Зубрицкий до декабря на землю не вернется. Ставьте лайк, если вам тоже захотелось улететь с этого шарика хотя бы на время. В пятницу в Москве хоронили скандального и при жизни наркозависимого рэпера Пашу Техника. На отпевание в храм пришли не менее 1000 человек. Они не вместились не только внутрь, но и во дворе церкви. Даже тротуаров не хватило. Звучат не треки Паши Техника, а почему-то гимн СССР. Впрочем, вокруг него было много абсурда и при жизни. Он скончался от отравления или передоза в Таиланде. Врачи держали его на ИВЛ и в искусственной коме, но так и не смогли откачать. После смерти тело отправили на родину, где на нем до сих пор висит назначенный судом штраф 20 000 рублей за пропаганду в треках. Он говорил, что хочет умереть от. Накануне похорон соцсети обсуждали, в каких кроссовках его положат в гроб, цену места на кладбище, интервью, которое дала его бывшая жена Ксения Собчак. Мне было тяжело, честно, я не хотела этого видеть. Зашла в морг, я быстро забежала, поцеловала его в лоб и убежала. Все. Это Ева Корицкая, на самом деле она Карина Мельничук. Это не важно, ведь если вы не следите за полубогемной, полумаргинальной жизнью рэперов, ее имя вам вряд ли знакомо. Впрочем, один раз вы могли его слышать в 2022 году, после того, как посыпались первые материалы о зверствах российской армии в Буче. Там погиб ее отец. Медиазона писала, что соседи рассказали Еве, солдаты стали проверять телефон Александра Мельничука, а потом вывели на улицу и расстреляли. Его жена с сыном-подростком успели уехать из Украины. Он же тогда был похоронен прямо под окнами своей квартиры. Такие вот разные похороны внутри одной семейной истории. А вывода не будет. Просто хотелось на фоне этой трагедии напомнить вам о той, за напоминание о которой в России сажают в тюрьму. Ладно, в России запрещено показывать украинское горе, но вот этих кадров из Брянской области по телевизору вы тоже не увидите. Прямой эфир, я бы сказал, Владимиру Владимировичу Путину. Поселок на границе с Украиной. Люди 3 года живут под атаками, наизусть знают, чем снаряд или дрон один отличается от другого. Это вот Баба-Яга, это ночью было. Ну, я за то, что говорю, днем фипишки, а ночью это Баба-Яга. Это 1,5 километра от границы в селе Подывотье, прилеты, постоянно дома горят каждый день, причем весной стало хуже. Недавно пролетел, да? Ну, минут 5 назад. Тут осталась вот бабушка одна, я тут, там алкоголик. И теперь вон там. Все поуехали. Кого убило, кого уехало. Соседку вообще моему ранила, руки потрывала все. Этот дом был уничтожен в начале апреля. Как в рулетку играют нами. Вот ночью ты выживешь или не выживешь. Мы попутали день и ночь, мы не спим, мы живем в подвалах. Помогите, спасите нас, люди. Люди обращаются к губернатору Богомазу. Неужто за 3 года не смогли нам построить жилье? Компенсации тоже нет. Уехавшие снимают дома в поселках подальше от границы за свой счет. Даже в соседней деревне, где хоть немного безопаснее. У меня бабушка еле ходит. Куда я ее повезу? Она никуда не хочет. Она сказала, я тут и буду... Я, говорит, и войну прожила тут, и это все прожила. За весь получасовой репортаж ни слова о том, что войну пора заканчивать. Иногда проскакивает, наоборот, увезите нас отсюда, чтобы ребятам работать удобнее было. То есть, чтобы российской армии о возможных сопутствующих потерях среди своих думать не приходилось. А по чужим, получается, да бомбите, мы политикой не интересуемся. Доброй ночи, мои любимые гладиаторы, любимые родные, одна семья.
Разжалованный и арестованный генерал Иван Попов просился на фронт, писал письма Путину и уже заручился в войсках, что найдут ему место, пусть и не генерал-майором, но и не рядовым. По словам источников газеты «Коммерсант», Попова должны были отправить командовать отрядом «Шторм-З». Но в пятницу как-то что-то пошло не так. Суд отказался выпускать Попова из СИЗО. Это более чем странно, ведь отряды «Шторм-З» буквально созданы, чтобы перемалывать на фронте уголовников. Об этом только что док-фильм вышел «Бойня призраков». Они работают на тяжелых объектах, сказал мне родственник одного из гладиаторов. Гладиаторы, слушайте внимание, сейчас будет вертушка, прячьте куда угодно. Иван Попов, кстати, уже командовал штурмовыми отрядами в составе его 58-й гвардейской армии. У него был свой штурмовой спецназ «Гладиаторы», позывной Попова «Спартак». Кто мы? Шторм-гладиаторы! Разжалованный когда-то Герасимовым генерал хотел вернуться на фронт и скупать кровью свои мошеннические схемы, а скорее свою излишнюю ретивость. Насмотревшись на Пригожина, Попов вступил в конфликт со штабными. То, что высокопоставленные враги не дадут ему выйти из-за решетки, еще до решения суда начали писать в телеграммах так называемые военкоры. Ох, не простят его, пока Путин лично не разберется. Все на фронт отмываться. Во всех штурмовых отрядах с литерой воюют только зэки. Для командования они всего лишь мясо. У Попова в подчинении были элитные сорта, служившие или воевавшие ранее, а также бывшие силовики в хорошей физической форме и без семьи. По словам одного из бойцов батальона, примерно за 3 месяца интенсивных боев выживаемость в его роте составила менее 40% от общего числа бойцов, не считая пропавших без вести и пленных. Однако процента выживших во фронтовом аду рецидивистов хватает, чтобы, если не каждый день, то каждую неделю в вашем регионе появлялись вот такие новости. С начала войны с колонии освободилось как минимум 3 убийц-людоедов. Аналитики Фонда поддержки пострадавших от преступлений отмечают, что секретные путинские указы о помиловании, по сути, нарушают Российскую Конституцию. Типичная ситуация. Наркоши отобрали во дворе телефон у подростка. Скажешь лично, Путин виноват. Вы можете смеяться, конечно, но получается, что так. Скажите спасибо, не изнасиловали. Я, конечно, рад, что освободили меня. После выхода из колонии Михаила Ефремова у всех только один вопрос: чтобы остаться актером в обойме, хотя бы театральный, пойдет ли он на подлость, поддержит ли СВО. Загадка не слишком сложная, если посмотреть всего на одну деталь. Кто сейчас рядом с Ефремовым? Ребят, вы обещали отстать, да? Обещали? Давайте сделаем по-человечески. В Москву из белгородской колонии Михаила Ефремова привез вот этот человек. За кадром все время звучит его властный голос. Кто открывает? Покажите, я же отсюда. Там она у меня там. Не тыкай. Что-то хотел вам сказать. Да, как вы себя чувствуете? Ребят, чувствую не очень. Он распоряжается вещами друга, он командует, когда можно пообщаться с прессой. Вот здесь он жестко реагирует на провокацию папарацци. Я не обязан. Этот властный распорядитель спектакля под названием «Первые часы Ефремова на свободе» Никита Высоцкий, сын легендарного Владимира Высоцкого и хранитель музея отца на Таганке. А еще актер. Все, я выхожу. Мне скрываться незачем. Ты подумай, а сколько тебе обойдутся мои похороны? Подумай об этом. И режиссер, например, вот этого хита Первого канала. Молодой драматург. Пьесу принесли? Да. Бесполезно. «Любовь Советского Союза» прокатили сначала в кинотеатрах, а весной выпустили в эфир Первого канала в самый прайм-тайм. Неудивительно. Эрнст – продюсер. В общем, Высоцкий в интертеймент военного времени вписан вполне удачно, при этом открытого зигования избегает. Ну, разве что чуть-чуть приходится. Например, когда надо сходить на интервью к пропагандисту Манучарову. Дело не в том, что я поддерживаю, говорю, правильно вломите им. Ребята, вернитесь живыми. Ребята, выполните свой долг перед своей страной. Чем я могу помочь, в том числе и вам, я буду вам помогать. И это наша обязанность, потому что мы один народ. Это интервью как будто отбывание повинности Высоцким, а заодно пример удивительного лавирования между струйками. По лицу Манучарова заметно раздражение, особенно когда Никита Владимирович так и не согласился признать, отец бы безоговорочно поддержал СВО. Я думаю, что ему было бы очень тяжело. Я не знаю, знаете вы, не знаете, наверное, знаете, что мы вообще Высоцкие с Украины. 2 народа позволили столкнуть себя лбами.
Ну, то есть перед вами типичная, причем удачная попытка творческого человека выжить в России. В профессии наверняка Никита Высоцкий проинструктирует друга, как теперь все здесь устроено. Лучше, чем на зоне, разве что врачи, что, очевидно, больному и измученному Ефремову очень даже кстати. 10 минут прошли, мне осталось только напомнить, что лайки – вещь не праздная, без них на Ютьюбе ничего не взлетает. За подписку отдельный поклон, ну и комментируйте. Я все читаю.